Нам сложно представить, какой неожиданностью может обернуться наш поступок. Иногда сочувствие может превратить в нового человека самого отъявленного хулигана. Кармела целый день таскала кирпичи на строительный столик к каменщику. Он брал их оттуда и укладывал очередную стену дома. Сегодня день казался особенно бесконечным, но и радостным. Заказчик должен был принять и оплатить работу. Когда он собирался заказывать строительство дома, девушка в помощниках каменщику не планировалась. Но тот сказал, что не сможет быстро выкладывать стены, если ему не будут подносить кирпичи и замешивать раствор. Кармела согласилась работать за половину цены, которую обычно платили мужчинам. Будущий хозяин дома посмотрел на ее крепкую фигуру и согласился. Девушка была счастлива. На основной работе она продавала теплые вещи, и летом покупателей почти не было. Поэтому владелец магазина отправил ее в неоплачиваемый отпуск до осени. А тут заболела и попала в больницу мама. Появились серьезные расходы на лекарства. Врач сказал, что хорошо бы сделать операцию, но в медицинскую страховку она не входила, и нужно было оплатить дополнительную сумму. Эта работа на доме стала настоящим спасением. Конечно, машины с кирпичом приходили каждую неделю. Каменщик не утруждал себя разгрузкой. Все это делала Кармела. А потом еще и подтаскивала кирпичи, чтобы их было быстрее брать и выкладывать. К концу каждого дня руки болели нещадно, но заказчик был похож на честного человека и пообещал ей через месяц как раз нужную сумму. И вот подходило время расчетов. Альберто Рамерес был очень доволен тем, как двигалось строительство его нового дома. И нанятая девчонка оказалась выносливой и трудолюбивой. Почему бы и не заплатить ей все, как планировалось? Альберто хотелось, чтобы и другим людям было приятно после работы с его домом. Поэтому он выплатил премию не только каменщику, но и девчонке. Кармела спрятала приличную сумму в сумочку, пожелала хозяину будущего дома удачи во внутренней отделке и, окрыленная, побежала в больницу. Теперь, наконец, она оплатит операцию, и ее сделают маме в ближайшее время. Чтобы сократить время, она пошла через парк. Деревья в нем были большими и больше походили на небольшой лес. Зато так было на целых 15-20 минут быстрее, чем по тротуару в обход. В это время в парке на погнутой скамейке расположились двое молодых людей лет 18-20. Им ужасно хотелось выпить, но сегодня их выгнали с очередной работы, не заплатив ничего. Хозяину кафе не понравилось, как медленно они разгружали машину с товаром. А Эстебан еще и умудрился уронить ящик с фруктами, большинство из которых побилось. Два друга думали, у кого занять денег. И в это время увидели почти бегущую по парку девушку. Сумочка у ней была явно хорошая, да и на самой одежда добротная. Похоже, денежки у этой куклы есть. «Давай пощиплем», — предложил Эстебан. «Ну давай», — неохотно согласился Симон. Ему не слишком хотелось грабить девчонку, но сильно хотелось есть. А в сумке могли быть деньги, и он согласился. Симон подбежал сзади и вывернул девчонке руки. В это время Эстебан попытался вырвать сумочку. Она вцепилась в сумку так, как будто от этого зависела ее жизнь. Тогда Эстебан просто обозлился и стукнул девчонку по голове. Та потеряла сознание. Двое хулиганов подхватили сумку и рванули прочь. Навар превзошел их самые смелые ожидания. В сумочке, перевязанной резинкой, лежала солидная пачка купюр. У Эстебана заблестели глаза. «Вот теперь гульнем!» — закричал он и сдернул резинку с денег. «Подожди, там какая-то бумажка упала», — заинтересовался выпавшим листочком Симон. Он с интересом развернул листок и прочел написанное. Неожиданно лицо его перекосилось, и Симон вырвал деньги у Эстебана. «Ты чего, сдурел, что ли?» — завопил дружок. «Нет, но деньги я верну», — ответил Симон. Эстебан вознамерился забрать деньги, но, увидев бешеные глаза и пудовые кулаки, Симона передумал. «Ну и черт с тобой!» — заорал он убегавшему приятелю. А Симон убегал не столько от Эстебана, сколько от жгущей до самой печенки совести и воспоминаний. Ему было 10 лет, когда серьезно заболела мама. Тогда отец нанялся на тяжелую работу,
и через месяц радостный привез домой огромную сумму денег. «Сынок, завтра я иду в больницу, и все будет в порядке», — обнимал отец сына. Рано утром мужчина был уже на ногах и пошел в больницу. Через этот же самый парк. И его ограбили. Отца нашли уже к обеду. Он не дышал. Мама вскоре умерла в больнице. А Симон пошел бродяжничать и покатился в криминал. А теперь он совершил то же, что тогда те бандиты. Он ограбил девушку, а теперь слезы просто душили его. В клочке бумаги был написан адрес больницы, номер палаты и подпись «Деньги на операцию маме». Он просто обязан был вернуть эти деньги. Придя в больницу, он попросился навестить свою тетю. Ему сказали, что у нее дочка. «Вот и хорошо. Сразу верну деньги», — обрадовался Симон. Приоткрыв дверь в палату, он увидел на кровати женщину и сидящую рядом ту самую девчонку, которую они ограбили. Она тихонько гладила руку матери. Увидев вошедшего, девушка посмотрела на парня испуганными глазами. «Извините, вы забыли на работе сумочку», — сказал он и протянул открытую сумочку хозяйке. Та испуганно взяла и, увидев деньги, заплакала. Женщина непонимающе посмотрела на парня. «Понимаете, ваша дочь забыла сумочку на работе, а там, видимо, вся зарплата», — ответил он на немой вопрос. «Спасибо вам, молодой человек, спасибо. А Кармела как раз собрала мне деньги на операцию, и вот расстраивалась, что потеряла», — радостно ответила женщина. «Вы не уходите, дождитесь ее обязательно. А мы сейчас поговорим». Кармела была удивлена поступком грабителя, но не стала ничего говорить матери. Она отнесла деньги врачу, и он заверил, что все со здоровьем мамы будет в порядке. После этого Кармела готова была простить кого угодно. Они вместе пошли из больницы. Симон рассказал ей свою историю, Кармела свою. Чувствовалось, что между ними крепла настоящая дружба. Через несколько дней Симон устроился на работу в больницу. Главный врач пообещал, что если он будет работать без нареканий год санитаром, то получит рекомендацию для поступления в колледж. Следовало начинать новую жизнь. Симон почувствовал, что теперь он очень нужен этим двум женщинам и должен стать настоящим человеком. Как будто его родители из прошлого наконец обрели покой и были рады его преображению. Так, совершив позорный поступок, грабеж, хулиган неожиданно вспомнил собственное детство, близких людей и нашел в себе силы не только исправить совершенное, но и начать жизнь с чистого листа. А достойная, трудолюбивая дочь спасла не только свою мать, но и изменила жизнь совершенно чужого человека.